Всем доброе утро, друзья! Мы находимся сейчас в Бангкоке, в Domestic аэропорте, в домашнем аэропорте Дон Муанг. И по традиции мы с Валентиной зашли в Starbucks. Напоследок. И передаем привет, пользуясь случаем, передаем привет нашему другу Сэму, который подсадил нас на прекрасный кофе из Starbucks. Поэтому поднимаем за него этот карамельный латте, и наш день начинается, потому что мы летим в Суратани, а оттуда уже на остров Самуи. Мы сегодня вообще не спали, ну точнее я поспала 1 час, а Серега вообще не спал. И вот сейчас 7 утра, и нас уже начинают прям жестко рубить. Но лететь нам всего лишь час, поэтому мы сейчас, я думаю, немножко поспим, и потом уже на пароме сможем вырубиться. И если все будет по плану, то в час дня мы уже будем на Самуи. Ну все, 1:20, и мы на месте. Я даже успел часик вздремнуть, прекрасно. И вы спросите, а почему мы в жару в такую, в Таиланде, плюс 30, а мы в Куде? Все потому, что в тайских авиалиниях очень-очень холодно. Они кондиционер ставят чуть ли не на минус. Поэтому мы всегда утепляемся. Ну и плюс у нас по багажу могло быть перевес. Поэтому мы решили вот джинсы и худи на себя надеть и еще кроссовки. Прилетев, мы сразу же получаем багаж, и вот на выходе есть такая компания, называется Citroen. Вы можете в этой компании купить уже билет на автобус до парома, и, соответственно, потом на пароме вы уже идете либо на Самуи, либо на Панган, либо на Тао. Если вы не хотите запариваться, вы можете на сайте Citroen купить, либо же есть такой сайт 12Go Asia. Вот, там можно, это как агрегатор, как авиасейл среди авиабилетов. Здесь это именно транспорт по Азии, всякие паромы, автобусы. То есть вот смотрите, компаний много, Раджа Ферри, Лампрая, вот этот Citroen. А сайт один, вы, соответственно, удобно заходите, смотрите, у кого лучшие цены, там и покупаете. Вот ссылочку я оставлю, можете пользоваться. Мы ими постоянно пользовались, когда жили вот в Азии. Цена такая же, то есть там нет никаких процентов, накруток, то есть здесь 400 бат с человека, если брать без трансфера по острову, и там 400 бат. Просто мы живем, наше жилье недалеко возле пирса, и поэтому мы решили просто на месте взять такси. Трансфер уже по острову тоже можно здесь заказать, цена где-то 150 бат с человека. Полтора часа на автобусе, и мы в Дансаке. Отсюда мы отправляемся на пароме на Самуи. Еще несколько часов, и мы будем на месте. Такой путь получается: автобус, паром и самолет обошелся на двоих 3600 бат. А если бы это был прямой самолет на Самуи, то это было бы 8000 бат, даже чуть больше. Разница существенная, поэтому мы выбрали такой запарный способ. Причалили мы на Самуи, и оказывается реально, что все ходят в масках, и маску лучше не снимать, потому что могут оштрафовать. Но мы подумаем по этому поводу, что сделать. Может быть, поедем на Панган жить, потому что, это нереально на улице перемещаться в маске постоянно. Подошли к тук-тукерам, сказали, куда нам ехать. Он говорит, 400 бат. Мы такие, не, братан, мы знаем ценник, давай хотя бы 200. Он такой, хорошо, поехали. И вот сейчас мы отъезжаем от Натон пира и едем в нашу локацию. Вот есть колокольчик, на него нажимаешь, и он останавливается. Это как такая местная маршрутка, чуть дешевле выходит, чем брать персональное такси. Ну и к вечеру я уже на железном коне. Только что снял клик с PCX-ами, с NMAX-ами на острове, пока что проблема. Но мне мужик объяснил, что
Ну, NMAX и PCX будут гораздо дороже, в районе от 5000 бат. Поэтому он мне предложил новенький клик за 4000 бат. Но я решил все-таки, что возьму просто на 2 дня покататься, попробиваю ценнички и посмотрим, что из этого получится. Но он мне дал абсолютно новый клик, пробег 18 километров, представляете? И еще касочку новую дал. Хоть она и жуткая, но все равно быстренько все порешали. Буквально за 10 минут с соседом нашли, подъехали в Натон. Натон — это пирс, куда приезжают все эти паромы, вот. Ну и все, сейчас возвращаемся и поедем с Валюшей, наверное, затариваться продуктами, потому что завтра у нас стрим. Хочется наконец-таки выпить алкоголя немножечко, тайского знаменитого Самсона. Вот, поэтому немного надо подзатариться. Ну и, конечно, первый завтрак на острове Самуи в традиционном стиле. Просто сели на парапетик у 7-Eleven, взяли себе кофейку. По сути, ничего не изменилось, кроме того, что все в масках, и что вот возле Севена теперь реклама теста. Тест, реклама. Мы взяли конвертики, взяли кофеек, сели просто и будем сейчас завтракать. Да, мы взяли себе конвертики, мы больше всего любим с ветчиной и сыром. Конечно, каждый день такое не поешь, ну, потому что это вредно. Но когда, ну, как бы мы приезжаем в Таиланд, мы едим... Второй выпуск подряд говоришь о том, что это вредно, и жрешь именно это. Ну и что, я еще пока не наелась. Еще, кстати, из моего любимого, это вот такие вот профитрольки, тоже очень вкусные. Сережка взяла себе кофе, но я не пью сейчас молоко, поэтому мне, конечно, только в кафешках можно кофе пить, где есть соевое либо кокосовое, потому что у них вот в Волл-кафе нет, к сожалению, ни соевого, ни кокосового. Не миндального. Не миндального, ладно, попробую. Может, не умру. Главное, чтобы туалет рядом был. Ребята, короче, будем просто есть на камеру, постоянно конвертики говорить вам. Честно, это последний раз, мы больше не будем. Класс. Ну, вот так вот выглядит улица 7-Eleven. И здесь ездят машины, что-то продается. Людей примерно столько же, сколько было в 2015-м. Никого! Мы приехали в Биг-Си. Вообще у нас сейчас такое воскресное утро, когда нам нужно купить много-много всего бытовых всяких вещей, в том числе и шлемы. Для начала приехали в Биг-Си. Ребят, здесь просто никого нет. Такое ощущение, что все люди вымерли. Ну, на самом деле сейчас просто 10 утра, воскресенье, и, наверное, просто все спят. Так, первым делом берем шлемы. Шлема. Как правильно? Напишите в комментариях. Я безграмотная, вообще ужас. Я хочу себе вот взять вот такой беленький full face шлем с защитой для подбородка, чтобы челюсть вам не выбивала. Чтобы челюсть вам не выбивала? О. Или тебе не выбивала? Ну, чтобы мне, да. Чтобы никто не выбил. А то на Самуи постоянно много аварий из-за того, что все очень сильно гоняют. Ну, так вроде смотрится прикольно. Нормально. Конечно, такие шлемы лучше всего. Это все, ну, это стрём. То есть вот такие шлемы нам дали в прокате, но мы, конечно же, в них ездить не будем, и мы всегда покупаем себе шлемы, и потом продаем. Вот на Шри-Ланке мы свои шлемы продали. То есть, во-первых, он чистенький, не вонючий, никакой не жирный такой, знаете, от волос. Вот. И, во-первых, уши закрыты, ты когда на скорости едешь, у тебя не гудит в ушах. Вот. Во-вторых, визор есть, можно закрыться. И вечером не прилетает мошки в глаза, потому что вечером в защитных очках не поездишь, ну, солнцезащитных. А вот мошки могут попасть так в глаз, что потом глаз будет болеть. Вот, поэтому лучше брать с визором, с хорошим, вот. И, ну, это уже дополнительная защита, это уже смотрите сами. Я всегда стараюсь брать. Ну, стоит такой, походу, 1190. Мы сейчас узнаем. О, может тебе вот такой вот? 1700, боже мой. Нет, зачем мне такое? Я не хочу. Такой ниндзя. Нет, Серега, будем мне еще искать. И вот смотрим, здесь есть кресло. Стоило 2500, сейчас скидка 2, но в группе такое продается за 1200. Видимо, кто-то купил и продает. Блин, такое удобное для работы. Я бы, конечно, хотела хоть одно, чтобы монтировать, потому что мы сейчас будем много работать. Будем очень много работать, времени проводить за компьютерами. Поэтому хочется, конечно, удобное место. Ну, я думаю, что мы в группе купим, да? Да, да.
Блин, Причем классно. в группе вы всегда можете зайти, там люди постоянно приезжают, постоянно уезжают, то есть вы можете как купить в группе что-то подешевле, потому что оно там используется 3-4 месяца, и потом люди уезжают, например, на зимовку приезжают, так и потом продать, то есть вы что-то купили, и потом также там продали. Ну, бывает, что быстро продается, бывает, что вообще не продается, но все равно можно дешевле купить. Да, это имеется в виду, какая группа, так Сережа говорит, это в каждом, в принципе, месте, вот куда мы бы ни приехали, у каждого места есть группа в Телеграме, то есть там на Шри-Ланке, на Бали их очень много, здесь на Самуи, на Пхукете, и там, соответственно, все люди общаются, есть просто общие группы, есть группы там «Купи-продай», ну, в общем, абсолютно разные, это, конечно, очень удобно, вот просто заходите в Телеграм и ищите на русском Самуи, там, Пхукет, Панган, Шри-Ланка, Индонезия, Бали, ну и так далее. Ну и заехали сдать наш клик. Смотрите, был клик абсолютно новенький. Вот только-только его купили, 18 километров пробега было. И вот, как обещал мужчина, подогнал нам 150 PCX. Я немного поторговался, он стоит 5000, но я сторговался за 4, потому что я все-таки на 3-4 месяца сюда приехал, поэтому вот у нас будет такой вот. И чтобы вы понимали, где находится, то есть это пирс Натона, причаливает вот сюда корабль, вы спускаетесь, и здесь сразу вот for rent, мотобайк, телефон. What's your name? Sorry. Мо. MONG. M-O-N-G. Yeah. Yeah, Мо. Настал 5-й день пребывания нас в Таиланде, и нам нужно провести операцию, сделать тест на COVID в домашних условиях. Вот у нас есть антиген Rapid Test Kit такой. Давай открывать будем и сразу же делать. У Сереги уже отрицательный, получается, если полосочка там, где S, C, там, значит, отрицательный. И вот так вот идет. Так, положительный прошло. Но может быть еще инвалид, то есть ошибка. Это если вообще ничего не покажет, либо покажет, где одну полосочку, где T. Тогда это ошибка, и надо переделывать. Ну, видимо, какой-то другой тест покупать. Ну что, все, я тебя поздравляю, дорогой. Также нужно было еще установить приложение Морчана называется, Морчана, которое отслеживает контакты. И вот получается, мне сказали, что на 6-й день, сегодня у нас 5-й день в Таиланде, на 6-й день в Таиланде в приложении появится уведомление, типа загрузите тест. Вот, приложение выглядит... не могу показать вам, потому что там QR-код мой личный. В общем, в приложении загружаете этот тест. Ну вот завтра, когда будем загружать, покажем, как это делается, потому что нигде информации нету. Я нашла только в группе про Самуи. Там ребята мне подсказали, что нужно ждать 6-й день, и тогда появится какое-то окошко, куда нужно сфотографироваться с этим тестом, либо как-то с паспортом. Ну, в общем, все узнаем уже завтра. Но главное, что тесты отрицательные. Так, давай. Это Серегин. Все, мы здоровы и можем дальше спокойно путешествовать по Таиланду, не переживать о том, что мы кого-то, не дай бог, заразим. Ну и настало время, друзья, показать вам, где мы будем жить в ближайших несколько месяцев. Арендовали мы небольшой домик, он делится на 4 квартиры, и вот одна из них наша. Байк я припарковал, есть место, удобно, что есть крыша, дожди бывают, поэтому вот паркуюсь под крышей, все сухо. Заходим в наше жилище, и у нас здесь огромное просто пространство, кухня вместе с гостиной. Есть небольшой диванчик, но он такой себе уже повидавший временем. Самое, что классно, это, конечно, вот этот угол из панорамных окон смотрится просто очень визуально, так расширяет пространство, классно, особенно когда закат, а у нас закатная сторона, я вам хочу сказать. Сегодня, к сожалению, пасмурно, но вообще вот здесь закат бывает красивый очень. Ну и джунгли, птички поют, бабочки летают, белочки. Все здесь. Организовал себе рабочее место. Стул пришлось заказать с Лазады. Еще ждем еще одно кресло и один стол для Валюши. Потому что она, видите, вот только на диванчике вяжет, бедная, сидит. Новое хобби у нее. Да, рабочего места нету, так она вот носки на заказ теперь вяжет. Вот так вот блогеры. А вы говорите, мы на завод пойдем, на завод. Нет, вот навыки есть. Слишком много талантов, ребят. Так, ну в целом на кухне всего хватает. Мы тут еще часть чего-то докупали самостоятельно. Вот, например, для обуви мы купили. Мы здесь уже живем
некоторое время, поэтому что-то докупили. Но вот эта спальня, тоже окна панорамные, большая кровать, конечно же, шкаф. Закинули чемоданы, 2 кондиционера, 1 в спальне, 1 в зале. И вот этот вот шкаф такой легкий, да, мы тоже купили, какой-то китайский. Так, ну и в ванной у нас тут немного мало света, но все равно душ есть, горшок, ну и это вот тоже, кстати, все докупили, потому что не было ничего, а косметики у нас много, поэтому все это докупали на Лазаде. Лазада — это тайский такой Алиэкспресс, где можно купить все что угодно, бытовые какие-то вещи, одежду. Классный сайт, поэтому мы свою тайскую карту подвязали к Лазаде. И все заказываем на Лазаде, и буквально за там 2 дня нам доставляют. Иногда с Бангкока, иногда тут с Сурутани. Вообще очень удобно. Что у нас по ценнику, Валюша, за квартиру? Да, многих интересуют именно цены. В общем, мы арендовали в месяц эти апартаменты за 12 тысяч бат. Это в долларах Серега переведет сколько, я уже не помню. И 5000 бат депозит, ну то есть когда мы будем выезжать, нам его вернут. Но в Таиланде вообще отдельно всегда оплачивается электричество, вода. И вот у нас дополнительно будет еще примерно, может быть, 2000 бат. Мы не знаем сколько, потому что... 300 за воду они берут, это вот фиксированно. Да, фиксированная а там сколько цена, нагорит 300 счетчик? бат, это где-то 10 долларов за воду, и плюс остальное будет за электричество. Но все зависит от того, как вы используете кондиционеры. Сейчас супер жаркий период вообще на Самуи, вот в этой части Таиланда. Очень реально жарко, невыносимо. Мы используем кондиционер ночью, то есть всегда спим с кондиционером, и днем у нас тоже кондиционеры работают, поэтому я думаю, мы заплатим нормально. Ну, да. Поделимся опытом. Да, здесь больше апартаментов нет, поэтому не спрашивайте, не пишите, мы здесь живем, все остальное занято. Но вообще на Самуи очень много жилья, и я бы рекомендовала, если вот вы ищете, да, вы собираетесь приехать, просто арендовать на пару дней себе отель и взять транспорт, машину, либо байк, поездить, посмотреть. У нас на Чвенге знакомые, например, снимают апартаменты двухспальные, тоже с классным видом, с бассейном за 16 тысяч бат в месяц. Ну, то есть цены сейчас припали, поэтому можно что-то хорошее себе найти. Наше жилье тоже можно было, конечно, поторговаться, но мы не знаем, сколько мы будем здесь жить. Месяц, 2, может быть 3, непонятно, может полгода, тогда уже и начнем торговаться. Ну а так, нам жилье это понравилось, у нас тут жили знакомые до этого, вот, и мы знали про этот комплекс, поэтому просто несмотря сюда заселились. Ну и все, будем жить здесь, наживать добра, так скажем. Уже закупились на Лазаде всем, чем можно, поэтому чемоданы наши растут. Но обычно мы, если что-то покупаем, потом просто либо продаем, либо раздаем друзьям. И это в каждой стране у нас так. И на Шри-Ланке было, и в Таиланде, и на Бали. Вот такие дела.